Сегодня рассмотрим очень легкий узор для топа. Выкройка будет находиться в Одноклассниках. Ссылка под видео. Раппорт узора. 11 петель на 2 ряда. Для примера надо набрать 17 воздушных петель. Одну петлю набрали, это у нас кромочная. Набираем 17. Мы ее не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли и провязываем ряд столбиками с накидом в каждую петлю. Столбик с накидом — это у нас мы захватываем рабочую нить, заходим в петельку под вторую нить, чтобы у нас на крючке было 2 петли. Вытягиваем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе. Еще раз. Наматываем рабочую нить на крючок, заходим в петельку, чтобы у нас было 2 нити на крючке, это и есть петля. Захватываем рабочую нить, протягиваем 2 петли вместе, потом еще 2 петли вместе. Это у нас столбик с накидом. Это для начинающих. Это называется столбик с накидом. Узор простой, несложный. Жакетик свяжется быстро. Еще один столбик. Такие вот столбики с накидом мы тренируем, набиваем руку, чтобы у нас столбики получались красивые и ровные. И потом это у нас в этой именно модельке этот ряд считается как резиночка. Фундаментальные еще такие ряды называют. Основа и узора, и модели. Провязали последний ряд. Первый ряд связан. Набираем 3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли по рисунку, переворачиваем работу, пропускаем первый столбик, не трогаем, пропускаем следующие 2. Заходим в третий столбик и провязываем элемент, состоящий из столбика с накидом, 2 воздушные, и в эту же точку столбик с накидом. Вот такой у нас получился элемент. 2 воздушные петли. Пропускаем 5 столбиков внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в 6 и вывязываем точно такой же элемент. Столбик с накидом. 2 воздушные. Столбик с накидом. 2 воздушные. Пропускаем 5 столбиков внизу. Заходим в 6 и вывязываем элемент, состоящий из 2 столбиков с накидом и 2 воздушные петли между ними. Провязали 2 воздушные петли, и в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Первый ряд связан. Первый ряд у нас не считается. 3 воздушные петли, поворачиваем работу. Первую арочку мы не трогаем, мы теперь работаем только с теми арочками, которые находятся у нас внутри элемента. И провязываем
внутрь элемента в арочку 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот такая красота. Далее заходим в следующую арочку и вывязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы связали второй элемент. Заходим в следующую арочку и вывязываем 7 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Второй ряд связан. Вот это и есть раппорт узора. Больше ничего тут нет. 3 воздушные петли подъема, 2 петли по рисунку, переворачиваем работу и заходим в четвертый столбик. 1, 2, 3, 4 и вывязываем элемент 1 столбик с накидом, 2 воздушные, и в ту же арочку 1 столбик с накидом, 2 воздушные. Заходим в четвертый столбик следующего элемента и вывязываем столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом в ту же точку, 2 воздушные. Заходим в следующий элемент, в четвертый столбик, и вывязываем элемент столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, и в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Обязательно в третью петлю подъема, чтобы был ровный край. И здесь у меня ровно, и здесь у меня ровно, потому что третья петля подъема. Третий ряд связан. Теперь мы повторяем второй ряд по схеме. Набираем 3 воздушные петли, переворачиваем работу и работаем только с арочками элементов. Этот элемент, этот элемент, этот элемент. И вывязываем в арочку 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Один в один. Заходим в следующий элемент в арочку и вывязываем 7 столбиков с накидом в одну арочку. 3, 4, 5, 6, 7. Связали еще один элемент. Заходим в следующую арочку вот сюда и вывязываем 7 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5, 6, 7. И в третью петлю подъема в конце ряда мы вывязываем столбик с накидом.
3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли по рисунку, переворачиваем работу и повторяем третий ряд. Спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Пока-пока.